Всем хай. Возник вопрос программы для конусного отверстия. Ну, чтобы можно было резьбой по нему побегать. То у меня получилось. Кстати, вот вроде круглое отверстие. Хоть и не соответствует нормальной спирали Архимеда, но углов не видно. По параметрам. R1. Это радиус большой радиус. Или радиус входной. R2. Это угол конуса. Для конусной резьбы он 1,79. Причем получается для всех резьб стандартных американских, английских, ISO. R3 глубина. R4 как там? Шаг наоборот. Шаг резьбы. Вот я тут косой линией. Раз шаг, два шаг, 3, 4, 5. R5. Тут у меня схематически он так изображен. Это сектор, который будет рассчитываться и фрезероваться за один проход. R6. Радиус инструмента. R7. Это 2. R7.2 это добавка оборотов вверх. Вот у меня 0 тут находится. Если я начинать буду отсюда, то инструмент может врезаться. Поэтому я еще добавляю 2 оборота и рассчитываю вот этот диаметр. А потом от него нахожу R18. R8. Стартовый угол. Это я потом покажу. Это откуда начинается отсчет вести при цикле. С 0 градусов это значит отсюда будет идти. Вот, кстати, заход тут показан. Это с 0 градусов. Или можно ему заход отсюда сделать. Пойдет с 90 или с 270. Что там дальше? Как я рассчитывал. Сектор фрезеровки. Считаю перепад высоты на этот сектор. Вот это вот R15. Это по Z, а рассчитывается он из шага. Шаг делится, где тут шаг? R4. Шаг делится на 360 и умножается на угол сектора. Получаем вот этот вот R15. И потом рассчитываем R16 перепад высоты. Не высоты, а радиус. Насколько уменьшается радиус на один шаг. И потом это R16, R15 используется в фрезеровке. Вроде все. Да, начинается он отсюда, но не кончиком фрезы, а низом фрезы. Длина фрезы обычно максимальная. Так что если надо, чтобы кончик здесь был, надо опускать на это расстояние. И последний выход идет условие R17 больше R3. R17 это расчетный Z, который меняется. R17 вот он начинает отсюда, он меняется вот до этой глубины. Пока он больше, идет цикл. Но последний проход где-то максимум на сектор. То есть на R15 он может ниже пройти. Сначала он будет выше R3, а последний проход даст на это расстояние глубже. Это надо учитывать. Ну, для конусной резьбы это, по-моему, ничего страшного не случится. Сектор я взял 30 градусов, но можно 45.
Но, по-моему, чем меньше, тем более точный будет радиус. Как он фрезерует? Он в этой точке рассчитывает радиус. Программа как работает. В этой точке находится радиус. И с этим радиусом он вписывает от этой точки до этой точки. И, соответственно, дальше идет вниз, вниз, вниз. Все время радиус уменьшается. На шаг при конусной резьбе где-то разница идет 0,03 на шаг 1 миллиметр. Если мы поделили на сектора, например, на 8 секторов, то, соответственно, разница оборотов будет 0,03 разделить на 8. Практически одинаковый. И получается, что подгонять резьбу придется, наверное, от диаметром R1 радиуса. Когда можно сделать больше, меньше. Вроде все. Смотрим, что у меня получилось. Круглые отверстия и круглые. Вот теперь можно поменять, например, этот угол. Стартовый англ сделаем 90. 90. Больше вроде нечего даже менять. Глубину можно поменьше сделать. Сколько там обычно? 10-15 миллиметров. Да. И угол можно поменьше сделать. Тут, по идее, должен быть 1,7. Вот смотрите, сейчас будет заход на 90 градусов. Вот, на 90 зашел. Вот такое получилось отверстие. Соответственно, программа. Я ее никогда не работал с ней, поэтому не знаю, что она выдает. Но, в принципе, я думаю, подогнать под резьбу можно. Всем пока, удачи, пользуйтесь.